Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 19 марта. Друзья, поговорим о церковном календаре в этом видео, поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 19 марта. Итак, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «благо» для того, чтобы ангелы ваши помогли вам достичь счастливого и изобильного будущего. Итак, друзья, слово кодовое этого видео «благо» обязательно пропишите, и ваши ангелы-хранители обязательно вам помогут. Только, пожалуйста, смотрите внимательно на знаки и подсказки, которые будут появляться в вашей жизни в ближайшее время. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, Православная Церковь ежегодно в этот день, 19 марта, с особым почтением вспоминает память преподобного Аркадия Кипрского и 42 мучеников аморейских, Константина, Калиста и прочих с ними связанных. Аркадий Кипрский, согласно легенде, с самого юного возраста предал свою жизнь иноческим подвигам. Его житие связано с островом Кипр в период правления Константина Великого. Он стал духовным наставником для святых мучеников Евула и Иулиана Врача, которые были казнены по приказу Юлиана Отступника. Аркадий с грустью проводил своих учеников на путь мученичества и, заботясь о их душах, закапывал их тела в землю, прежде чем сам мирно ушел к Богу. В период конфликта между греческим императором Феофилом и сарацинами военачальник Вадидзис изменяет своим обязательствам, что приводит к осаде города Амарея в Галатии. Город пал, а 42 защитника были взяты в плен и отправлены в Сирию, где пробыли 7 лет в страшных условиях заключения. Несмотря на многочисленные предложения отречься от Христа и принять ислам, мученики отвергли все соблазны и стойко перенесли мучения. Понимая, что дух воинов не поддается сломить, их приговорили к казни. Спокойно и бесстрашно они подошли к палачам, которые и обезглавили их. Тела мучеников были брошены в реку Ефрат. Предателя Ватидзиза также наказали за его измену. И эти святые и мученики остаются примером верности и силы духа для верующих, возвышаясь над земными испытаниями и демонстрируя неизменную преданность своей вере в Христа. Память о них продолжает вдохновлять многих верующих и напоминать о цене истинной веры и сострадания. В народном календаре дата 19 марта имела несколько названий, и каждое из которых несло в себе особый смысл и в том числе традиционные обряды. Итак, один из распространенных названий этого дня, 19 марта, являлся Константинов день. И этот день был связан с памятью святого Константина Кипрского, который был одним из великих христианских святых. Его жизни и деяния имеют глубокий духовный смысл и является объектом поклонения и уважения для многих христиан. Также в народе 19 марта известен день как еще Константиновых кругов. Это название было связано с древним ритуалом, который проводили наши предки в этот день. Считалось, что этот обряд приносил благословение и защиту на весь год, а также обеспечивал чистоту и целебные свойства воды в колодцах. Мужчины и женщины собирали вокруг колодцев в этот день и обходили их кругами, произнося молитвы и заклинания. Этот ритуал считался символом очищения и обновления, при этом как физического, так и духовного. Верили, что благодаря этому обряду вода в колодцах становилась особенно чистой и целебной, принося с собой здоровье и благополучие. Кроме того, Константиновы круги, как называли этот день в народе, был также временем сближения общины, когда люди собирались вместе, чтобы провести это древнее обрядовое действие. Вместе с тем это был и повод для общения, обмена какими-то новостями и укрепления как дружеских, так и семейных уз. Также
Этот день назвали как Калистов день, и этот день был связан с памятью другого святого Калиста, чье имя традиционно ассоциировалось с добродетелями и святостью жизни. И, наконец, важным аспектом этого дня являлась память о преподобном Аркадии. Его жизни и подвиги остаются источником вдохновения для многих верующих, и его имя ассоциируется с духовной силой и преодолением проблем. В день Калиста народ с нетерпением ожидал прилета белого аиста. Эта птица была всегда окружена особым уважением и ассоциировалась с благополучием и счастьем для семьи, на чьей территории она обосновалась. Представление о белом аисте, привозящем в своем клюве новорожденных младенцев, давно прочно укоренилось в мифологии и фольклоре многих культур. Этот образ стал символом чистоты, доброты и дарения новой жизни. В народных поверьях аист считался надежным стражем семейного счастья и удачи. На протяжении веков аисты пользовались особым уважением у наших предков. Они не только не подвергались охоте, но и считались священными птицами, которые защищают род человеческий от злых духов и неблагоприятных сил. Их прилет в родные края воспринимался как благоприятное знамение, которое сулило удачу и процветание. Наблюдение за аистами и ожидание их прилета становилось настоящим праздником. В этот день, если аисты прилетали, то наши предки встречали белого аиста, особенно на крыше дома или в окрестностях села, с радостью и надеждой на будущее и на благополучие. В день Калиста, кроме ожидания прилета белого аиста, зазывали также ласточек-косаток, чтобы они вернулись к своим родным гнездам. Эти маленькие перелетные птицы всегда воспринимались как символы доброты, надежды и воскрешения. По легенде, одна ласточка пыталась снять с головы Спасителя колючий терновый венок во время распятия. И хотя она не смогла этого сделать, ее попытка стала символом доброты и сострадания. Этот образ ласточки стал одним из самых знаковых в христианской символике. Кроме того, в народных верованиях ласточки были связаны с приметами и суевериями. По поверьям, если ласточка свила гнездо под крышей дома, это означало, что здесь никогда не будет пожаров, так как эти птицы всегда приносят удачу и защиту. Ну а если, не дай бог, разрушить гнездо ласточки, то это сулило беду и несчастье для жителей этого дома. Также стоит сказать, что в северных регионах в этот день, 19 марта, ожидали временное похолодание. Кроме того, в этот день, 19 марта, согласно народным обычаям и поверьям, существовал ритуал, который предполагал защиту детей от нападения порчи аж на целых 7 лет. Этот обряд проводился с использованием глиняного горшка и талой воды, а также с произнесением особых слов. Для проведения такого ритуала необходимо было собрать талую водичку в глиняный горшок и плотно закрыть его. Затем горшок следовало закопать между двумя осинами. В момент закапывания необходимо было произнести особые слова. И именно этот обряд считался таким вот могущественным и защитным. Он действительно призывал оберегать детей от негативного воздействия порчи и других вредных энергий на протяжении 7 лет. Кроме того, одним из обязательных ритуалов этого дня, 19 марта, это был поход в баню, который считался не просто гигиенической процедурой, но и духовным обрядом, который способствовал очищению души и тела. В баню ходили не для того, чтобы прогреться и очиститься от повседневной грязи, но и для того, чтобы символически смыть с себя все грехи и болезни. Вода для пара бралась из колодца, бралась она ранним утром, и тогда она считалась особенно целебной и благословенной. Для усиления целебного эффекта в воду добавляли отвары трав, такие как ромашка, мелиса, мята, которые также имели целебные свойства.
процесс пара и мытья в бане проходил особенным образом. Люди мылись в специальных тазиках, чтобы вода, смывая с тела грязь и грехи, могла затем вылиться под старое засохшее дерево. Этот ритуал символизировал не только очищение от физической нечистоты, но и избавление от душевных тягот и прегрешений, а также возвращение к природе и ее энергии. Также одним из распространенных поверий было убеждение в том, что ведьмы и колдуны в этот день стремились испить воды из чужих колодцев, чтобы захватить себе счастье и удачу. Согласно этому примете, воду из чужого колодца считали особенно ценной и благословенной, так как она могла принести удачу и процветание тому, кто ее выпьет. Однако, если кто-то случайно или намеренно пил из колодца, принадлежащего другому человеку, это могло привести к негативным последствиям. Верилось, что тот, кто пил воду из чужого колодца, рисковал заболеть тяжелым недугом. Кроме того, считалось, что женщина, выпившая такую воду, потеряет свою красоту и молодость, а эти качества перейдут к ведьме или колдунье, которая и совершила обряд. Поэтому в этот день, 19 марта, в Константиновы круги люди тщательно охраняли свои колодцы, накрывая их и следя за тем, чтобы, не дай бог, никто чужой не приближался к ним. Боясь негативных последствий, многие принимали дополнительные меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свой дом от таких вот опасностей. Кроме того, в этот день у наших предков были ряд обычаев и ритуалов, которые были традиционными для нас. И что нужно было делать? Во-первых, нужно было в этот день, 19 марта, вытаптывать снег вокруг колодцев. Дело в том, что таким образом, когда вытаптывался снег вокруг колодцев, это делалось для того, чтобы предотвратить стекание грязной воды в колодец. Люди обходили колодцы кругами, и первый круг доверяли вытоптать мальчику по имени Константин. Также в этот день обязательно старались посетить бани и осветить колодцы. Это такой вот был способ выразить почтение воде, которая считалась жизненно важным ресурсом для жизни и для благополучия. Также в этот день было поминание усопших. Люди поминали своих предков и умерших родственников, чтобы почтить их память и пожелать им покоя. А вот ужин в этот день специально не съедали полностью, остатки выбрасывали в колодец. Считалось, что это станет гостинцем для умерших и поможет им в загробном мире. После захода солнца нужно было набрать воду из колодца и попариться в бане. И считалось, что это поможет избавиться от всевозможных проблем, бед и обеспечит благополучие и достаток в доме. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 19 марта по народным приметам. Согласно народным поверьям, запрещалось набирать и пить воду из чужих колодцев в этот день. Считалось, что это может привести к тому, что человек станет скупым и жадным, а сам колодец пересохнет. Поэтому этот запрет напоминал о важности уважения к чужому имуществу, и это было очень важно в те времена. Еще одним запретом было приближение к колодцу для женщин, которые носили под сердцем малыша. Иначе это могло привести к тяжелой беременности. Этот запрет был направлен на защиту будущего потомства и предотвращение любых негативных последствий для беременной женщины и ее ребенка. Также в этот день запрещено было пить из чужой чашки, иначе это могло привести к серьезным ссорам с владельцем посуды, особенно на денежной почве. Поэтому важно было быть осторожным и уважительным к чужим вещам, чтобы избежать конфликтов и неприятностей. Также в этот день женщинам с менструацией было запрещено набирать воду из колодца. Считалось, что они могут осквернить воду, и она станет горькой. В этот день также нельзя было и плевать в колодец. Дело в том, что считалось, что оттуда на нас смотрят умершие родственники, и плевок в колодец может их оскорбить.
Далее, в этот день нельзя было давать воду из колодца для мытья рук другому человеку. Это считалось таким вот не очень хорошим действием, который мог лишить хозяев благословения. И, соответственно, в этот день, так как ввиду того, что уделяли особое внимание колодцу, то многие люди очень переживали за это. Также в этот день не стоит забывать о своих умерших родственниках. Традиционно люди ставили свечи на их могилах или местах их памяти, вспоминая только хорошее о них. Также в этот день, 19 марта, не стоит есть тяжелую и слишком жирную пищу. Это будет связано с возможными проблемами живота и пищеварения, которые могут возникнуть в результате употребления вот такой вот пищи в этот день. Также в этот день нельзя было проводить весь день с ребенком матери, иначе считалось, что ребенок может вырасти злым и эгоистичным. Поэтому лучше всего стоило отвести ребенка к родным на некоторое время и хотя бы на час-два. И это было очень важно в этот день. Также в этот день не стоит никому рассказывать сны. Дело в том, что считается, что сны этой ночи являются вещами и содержат особые подсказки, знаки о будущем. Поэтому не стоит рассказывать никому о своих снах, иначе они будут иметь что-то плохое. Также в этот день нельзя было курить. Считается, что с дымом от сигареты в этот день улетучиваются не только хорошие идеи, но приятные созидательные мысли. И вместо них в душе человека может поселиться негатив, что может отрицательно сказаться на его настроении и на его эмоциональном состоянии. Поэтому постарайтесь воздержаться от курения, чтобы сохранить ясность ума и благополучие вашей души. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 19 марта, по народным приметам, традициям и обычаям. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.